Каждое утро к рыбаку приходил маленький лисенок. Он брал 3 рыбы, 2 съедал сразу, а 3 неизменно уносил в лес. Несколько дней рыбак наблюдал за этим и все больше задавался вопросом, кому же предназначена эта рыба. Однажды он пошел за лисенком и увидел в чаще то, к чему был совершенно не готов. Ранним утром над тихим таежным озером поднимался легкий туман. Старый рыбак Иван Степанович сидел в своей лодке и медленно вытаскивал сеть из холодной воды. Рыба сегодня шла хорошо. Он аккуратно складывал серебристых карасей в ведро и уже собирался плыть к берегу, когда вдруг заметил движение среди кустов. На берегу стоял маленький лисенок. Он был еще совсем молодой, худой и настороженный. Лисенок смотрел на рыбака и не убегал. Иван Степанович удивился. Обычно дикие звери держатся подальше от людей. «Ну и гость у меня сегодня», – тихо пробормотал он. Рыбак достал из ведра одну рыбу и осторожно бросил ее на песок. Лисенок сначала испугался и отступил, но через некоторое время подошел ближе, понюхал добычу и быстро схватил ее. С того дня он начал приходить почти каждое утро. Иван Степанович уже ждал его. Он бросал на берег несколько рыб, а лисенок аккуратно собирал их. Но вскоре рыбак заметил странную вещь. Лисенок всегда брал 3 рыбы. 2 он съедал прямо на берегу, а 3 осторожно уносил в сторону леса. Так продолжалось несколько дней. «Интересно, кому ты ее носишь?» – задумался Иван Степанович. Однажды любопытство взяло верх. Когда лисенок снова забрал рыбу и направился в лес, рыбак тихо последовал за ним. Лисенок шел знакомой тропинкой все дальше в чащу. Наконец, он остановился возле небольшой поляны. Иван Степанович осторожно выглянул из-за дерева и замер. На поляне сидел мальчик примерно 8 лет. Худой, уставший, в грязной одежде. Лисенок подошел к нему и положил рыбу прямо перед ним. Мальчик улыбнулся и тихо погладил зверька. Рыбак не мог поверить своим глазам. «Эй, парень!» – осторожно позвал он. Мальчик вздрогнул и испуганно обернулся. «Не бойся, я хочу помочь». Так Иван Степанович узнал историю, от которой у него сжалось сердце. Мальчика звали Саша. Некоторое время назад он пошел в лес с родителями за ягодами и заблудился. Он долго блуждал по тайге, пока однажды не услышал жалобный писк. Под деревом лежал маленький лисенок рядом с мертвой лисицей. Видимо, она погибла от старой раны или от голода. Саша пожалел зверька. Он начал приносить ему ягоды и воду из ручья, чтобы тот не умер. Так они и выживали вместе. Но еды становилось все меньше. И однажды лисенок исчез на несколько часов, а потом вернулся с рыбой. С тех пор он каждый день приносил еду. Саша ел рыбу, а лисенок сидел рядом, словно охраняя своего друга. Иван Степанович долго молчал, потом тихо сказал: «Ну что ж, похоже, вы спасли друг друга». Он отвел мальчика к своему дому, накормил его и сразу сообщил в деревню. Уже вечером родители нашли своего сына, а лисенок еще долго приходил к берегу озера. Иван Степанович продолжал оставлять для него рыбу, потому что иногда в суровой тайге дружба между человеком и зверем оказывается сильнее страха и одиночества.